Луанг-Прабанг не просто туристический центр севера Лаоса и уютный городок с разнообразными кафешками, но и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Город славится уникальной смесью французской колониальной архитектуры, буддийских храмов и потрясающих природных ландшафтов. С них мы и начали знакомство. Самой интересной и красивой достопримечательностью в окрестностях Луанг-Прабанга, на мой взгляд, является водопад Куангси. Он расположен посреди джунглей и представляет собой каскад из нескольких уровней, каждый из которых формирует бирюзовые бассейны с кристально чистой водой. Самый высокий уровень достигает около 60 метров в высоту. Водопад расположен в 30 километрах от города. Добраться сюда можно на мопеде, тук-туке или минивэне. Советую выбрать последний вариант, потому что он кажется самым комфортным и одновременно дешевым способом. Аренда мопеда обойдется примерно в $10-15. Тук-тук выйдет несколько раз дешевле, но в зимнее время года такая поездка может показаться холодной, а в летнее, наоборот, очень жаркой. Водопад популярен среди туристов, поэтому транспорт едет не быстро и тянется вереницей друг за другом. Поездка на минивэне в обе стороны обошлась нам в $3,5 с человека, и еще по $3 мы заплатили за входные билеты. Время ожидания машины 2,5-3 часа. Этого более чем достаточно, чтобы осмотреть водопад, подняться к вершине и даже поплавать. Пешеходная тропа начинается с посещения Центра спасения медведей. Здесь содержатся животные, пострадавшие от незаконной торговли и жестокого обращения. Далее практически сразу начинаются природные бассейны с бирюзовой водой и каскадами на разных уровнях. Возможно, видео не передает должного впечатления, но вода действительно очень чистая и красивая. Прогулка до водопада займет примерно 15 минут. А после осмотра главных достопримечательностей можно устроить пикник, поплавать в бассейнах или подняться на вершину водопада. В последнем случае есть две тропинки. Слева оборудована металлическая лестница с поручнями, а справа обычная дорожка, местами скользкая и неудобная. После дождя по ней точно не рекомендую подниматься. И дорожка, и лестница ведут к одному и тому же месту. Дорожка – более экстремальный вариант, но вознаградит вас возможностью заглянуть в небольшую пещеру. Мы поднялись по дорожке, а спустились по лестнице. Подъем определенно того стоил, потому что наверху оказалось еще интереснее и красивее. Не все туристы сюда добираются, поэтому здесь гораздо более спокойнее. Кроме панорамных видов, наверху есть еще один бассейн с прохладной водичкой. Здесь можно покачаться на качелях прямо над водой, взять прогулку на деревянном плоту по реке или просто подержать ножки в воде и позволить рыбкам почистить пяточки. Пещеры Пак-У или же пещеры Тысячи Будд – еще одна достопримечательность в окрестностях Луанг-Прабанга. Они расположены на берегу реки Меконг в 25 километрах от города и являются важным духовным и культурным центром для местных жителей. Пещеры известны своей древней историей и многочисленными статуями Будды внутри. Локация также популярна у туристов, поэтому есть разные способы и комбинации ее посещения. В любой экскурсионной палатке в городе легко можно найти посещение пещер в составе экскурсии, объединив поездку с трекингом, водопадом или другими активностями. А можно добраться самостоятельно, договорившись о цене с тук-тукером или на городской лодке.
Мы выбрали второй вариант, и сразу скажу, что на тук-туке поездка наверняка займет меньше времени. Прогулка на лодке хоть и кажется увлекательной, но примерно через полчаса дороги уже становится утомительной, а общий маршрут в одну сторону занимает 2 часа и еще столько же обратно. С лодкой тоже есть варианты. Можно договориться с одним из частных водителей у реки и поплыть в любое удобное время, но цена будет значительно выше. Общественная лодка обошлась нам около $10 человека в обе стороны. Дополнительно, уже во время самой экскурсии, мы еще оплатили вход в пещеры, примерно по $1,5. Нужно это обязательно учесть и взять наличные с собой. Из минусов городские лодки отправляются всего один раз в день, в 8:30 утра. Лучше купить билеты заранее, за день до отправления, чтобы точно получить место и не стоять в очереди. Отметку причала довольно легко найти на Google карте, рядом с Королевским дворцом. Спустя примерно 1,5 часа дороги лодка делает остановку и заезжает в местную деревушку. Здесь можно увидеть, как делают рисовый самогон, продегустировать его и при желании купить. Сами пещеры состоят из 2 основных пещер – нижней и верхней. Нижняя пещера доступна для посетителей по крутым ступеням. Внутри находятся тысячи статуй Будды разных размеров, форм и стилей, которые были оставлены паломниками на протяжении веков. Пещера хорошо освещена естественным светом. Верхняя пещера находится выше, на склоне холма, и требует дополнительного подъема. В жару не все хотят подниматься, но можно не спешить, времени немного не понадобится. Подъем недолгий и займет около 10-15 минут. Верхняя пещера глубже и темнее, поэтому для ее осмотра рекомендуется взять фонарик или воспользоваться тем, что на телефоне. Здесь также находится множество статуй Будды и других реликвий. Пещеры Пак-У имеют большое духовное значение для буддистов Лаоса. На протяжении более 1000 лет они служили местом поклонения и медитации. Статуи Будды, оставленные паломниками, являются символом веры и преданности. Каждый год в апреле во время праздника Лаосского Нового года местные жители посещают пещеры для осмотра статуй Будды и совершения ритуалов. На прогулку по самому городу также непременно стоит выделить время, хотя бы полдня. Город совсем небольшой и располагает к неспешным прогулкам по старинным улочкам. Конечно, мы помним, что это не Европа, а Азия. Нлуанг-Прабанг – бывшая французская колония, и некоторые архитектурные отголоски тех времен здесь еще остались. Город насчитывает порядка 30 старинных храмов. Стоит заглянуть хотя бы в один из них. Wat Sieng Tkhong, также известный как Золотой монастырь, является одним из самых известных и значимых буддийских храмов в Лаосе. Храмовый комплекс был построен в XVI веке
и в древности выполнял функцию городских ворот. При посещении нужно обязательно соблюдать дресс-код – скромная одежда, закрывающая плечи и колени. За дополнительную плату на входе можно арендовать длинную юбку. На территории комплекса есть главный храм, Красная часовня, Золотая ступа и Королевская колесница. В Королевский дворец стоит заглянуть только, пожалуй, если хотите на время спрятаться от жары. В здании бывшего Королевского дворца сейчас находится Национальный музей с личными вещами короля, картинами, предметами быта и троном. Почему-то для входа в музей тоже требуется дресс-код, как для женщин, так и для мужчин. При этом шорты до колен тоже не подойдут, нужны именно длинные штаны или юбка, которые также можно арендовать за дополнительную плату. Перед посещением все личные вещи придется сдать в камеру хранения, а снимать внутри музея строжайше запрещено. Напротив музея начинается лестница, которая приведет на вершину холма Пхуси. Часто туристы приходят сюда, чтобы посмотреть закат, но мы решили не подниматься и посмотрели закат в одной из кафешек на набережной. Добраться до Луангпрабанга можно напрямую самолетом или из соседних городов на поезде. И это очень приятные новости, так как железная дорога открылась совсем недавно, в 2021 году, и охватывает все главные города севера Лаоса. Строительство дороги профинансировал Китай. Возможно, это связано с большим наплывом туристов из Китая. До этого времени наземное перемещение между городами возможно было только на автобусах, по сомнительным горным дорогам, затраты большого количества времени. Сейчас же дорога из Вьентьяна, столицы Лаоса, до Луангпрабанга на поезде занимает всего 2 часа. Актуальное расписание и доступные направления можно проверить в мобильном приложении. Но возможность покупки билета открывается только на ближайшие 3 дня. В связи с этим возникает большой ажиотаж, и в момент открытия продаж билеты почти сразу же все разбирают. Скорее всего, их выкупают туристические компании для организованной группы из Китая. Мы так подумали, исходя из окружающих нас пассажиров во время поездки. По возможности постарайтесь приобрести билеты заранее. Стоимость билетов отличается в зависимости от длительности поездки, количества остановок и класса вагона. Поезда новые и чистые, с комфортными сиденьями, а за окном открываются какие-то невероятные пейзажи. По прибытию в Луангпрабанг нужно выйти на улицу и спуститься по лестнице на парковку. Там есть организованные минивэны, которые довезут до нужного отеля. Лаоско-китайская железная дорога сильно облегчила перемещение путешественникам по северу Лаоса. Остается надеяться, что южную часть тоже застроят. В целом, Луангпрабанг оставил очень приятные воспоминания. Сюда действительно стоит заглянуть хотя бы на пару дней. Сейчас Лаос сильно уступает соседнему Таиланду в вопросах инфраструктуры, но Лаос застраивается. И речь не только о железной дороге, но и современных торговых комплексах и высотках. Возможно, через 10-20 лет это уже будет совершенно другая страна.